Всем добрый вечер. Итак, друзья мои, я сегодня хочу подарить вам очередной заговор, который для вас будет спасительным. Это из серии «Заговоры и ритуалы великих мира сего». Я вам дарила такие ритуалы, они очень действенны и очень многим помогли. И буду продолжать это делать время от времени. Такие ритуалы редкие, и заговоры редкие, попадаются не каждому человеку, но их не так уж много, и поэтому я дарю время от времени. Сегодня я подарю вам заговор, который я назвала «Сила викинга». Вы знаете, друзья мои, о викингах, о скандинавских богах, о кельтских богах, о германских богах. В принципе, там разница не особо большая. Те же самые боги, немножко названия, функции чуть разнятся. А так, в принципе, одно и то же. Северные боги. Я рассказывала вам столько, что не считаю правильным постоянно возвращаться к этой теме. Тем более, что очень много есть нераскрытых тайн и очень много есть работ, которые я вам могу подарить. Поэтому потрудитесь просто искать, найти и посмотреть мои видеолекции. Там очень многое сказано. По новой, чтобы не повторяться. В данный момент я хочу вам подарить заговор, который попался мне, попал ко мне, так будет правильно, через человека, который изучает скандинавскую мифологию, теологию, саги о викингах и прочее. Хочу вам сказать, что вот эти вот шлемы с рогами, это появилось намного позже представление о викингах. На самом деле у них в основном были шлемы, согласно преданию, как были у Одина, крылатые шлемы, вот видите, да? Бог одноглазый, Один. И издалека они напоминали рога, поэтому их начали так изображать. Вообще очень много несовпадений, неправильностей в описании викингов, их жизни и прочее, прочее. Но это история. История иногда искажается, иногда дополняется. Ну, как и наша жизнь. Про людей же тоже очень много, про известных людей всякое сказано, сплетни, всякие искаженные там данные, да, какие-то рассказы бывших друзей якобы и прочее, прочее. Поэтому, кстати, пользуясь случаем, сегодня женщина написала, что в каком-то там магазине Чакра, в каком-то городе, женщина какая-то с курткой, пентаграммой, прямо писала, сказала, что она со мной жила в Волгограде, меня знает. Послушайте, дорогие друзья, вот это все чушь собачья. Никто со мной нигде не жил, никто меня особо так, имею в виду, близко не знает, но очень многие представляются моими друзьями, представляются как бы учениками. Еще раз вам объясняю. Это все ересь. И не нужно верить всему, что вам говорят. Эти люди, порой, пользуясь моим именем, пытаются заработать денег на вас. Ну, просто будьте умнее. Ведьмы, они одиночки. Они ни с кем нигде не, скажем так, сотрудничают, вместе ничего не делают. Все эти вот шоу-маги со своими ковинами, всякими объединениями и прочее, прочее. Единственный раз я сделала такую попытку просто между людьми создать такой круг общения. А потом поняла, что зря это сделала, потому что люди разные, и оказалось, что общение не всегда и нужно, и так далее. Это была единственная была попытка. Но это было просто свободное общение людей на тему магии. Я хотела объяснить, разъяснить некоторые вопросы, кому что интересно. Ну, зря потратила время. Это все года 3-4 назад, сейчас не помню, и больше нигде ни с кем никакого общения такого не было.
Но вот все, что вам говорят, знаете, точно так же, как история о викингах, не нужно верить всему, что сказано. Теперь, у викингов не было письменности, естественно, но рунная письменность, которая не совсем уж письменность, она, если на нем просто написать, нереально прочитать и понять, что там написано. Эта тайнопись, она была доступна только жрецам, позже мир узнал об этой тайнописи. Так вот, именно поэтому очень малое сохранилось до наших дней, только по той причине, что у них не было письменности, и они не могли, скажем так, сохранить эти все заговоры, ритуалы. Их передавали из уст в уста, описывали иностранные историки, ну, в частности, например, тот же Тацит, даже Иосиф Флавий описывает в свое время северных варваров и прочее. Ну, они описывали так, как им удобно и выгодно, представляя их какими-то неотесанными дикарями и прочее. И вот очень редкие моменты, когда к нам попадаются именно исконные какие-то высказывания, те же самые заговоры, именно вот от первоисточника. И это очень большая удача, я вам скажу. Но поскольку вы знаете, что у меня огромный архив, и я вам сказала, что я буду постепенно это опубликовывать, и говорить, и показывать, и издавать в книге, то я решила время от времени вам подарить подобные работы. Но я хочу вам сказать, что это мои работы. Никто их не дарил. Они через меня пришли в мир. И, следовательно, авторское право за эту работу принадлежит только мне. Это к тому, чтобы некоторые не говорили, ну, раз это где-то взято в летописи, значит, это можно использовать как свое. Нет. Только отмечая мое авторство, тогда к вам не будет претензий. И остальное вы знаете. Как говорится, вы меня знаете, и не надо меня будить зря. Да, не буди во мне лихо, оно и так не высыпается. Итак, есть скандинавская сага, но из нее исключены очень многие моменты, были исключены именно благодаря, в кавычках, католической церкви, которая неприемлема никакие колдовские штучки и прочее, прочее. Кстати, дорогие друзья, вот стадо, которое вокруг вас и которое пытается всячески на вас напасть из-за того, что видит. Знаете, что самое страшное? Люди видят, что твоя жизнь меняется благодаря работам, заговорам, шепоткам и так далее. И вместо того, чтобы самим взять и исправить свою жизнь с помощью них, они начинают на вас нападать, обвиняя во всех там тяжких грехах, в колдовстве, там, сектантстве, всякой херотени. Это очень омерзительно, но запомните, люди прощают вам все. Люди готовы прощать вам и позор, и падение, и нищету, и что угодно. Люди не прощают только одного – счастья. Если человек счастлив, живет в достатке и поднимается, люди это прощать не могут. Тем более основное количество людей – это те, которые ради себя ничего делать не хотят, которые создали себе виртуальный мир и верят, что они такие всемогущие, какие-то светские дамы. И вот эти люди, они с охотой находят тех, кто отговаривает вообще что-либо делать, как-либо менять свою жизнь, понимаете? То есть оправдание своего бездействия и своего нищебродства, как душевного, морального, так и материального, они ищут оправдание своего бездействия. Вот там говорят, люди умные сказали, что это нехорошо. Не удивляйтесь, чем больше вы будете подниматься, тем больше стадо будет лезть в вашу жизнь, пытаться вас вернуть в свои ряды. Просто делайте от них ритуалы, и они настолько будут загружены проблемами, что забудут о вас. Запомните, вам бояться нечего в этой жизни. Люди, которые живут под покровительством древних сил, им бояться нечего. На них могут рычать, лаять на них, но не более того. Им вредить никто не сможет. Это так, между прочим. Так вот,
исключила католичество из этой скандинавской саги, вот эти моменты колдовства и прочее, прочее. Заговоры, ритуалы и так далее. И, скажем так, вот первоисточник, откуда это все было взято, это римские историки, которые переписывали с большой, скажем так, с большим энтузиазмом переписывали, писали все эти тексты, узнавали. И один из этих историков, к сожалению, автор изначально неизвестен, но говорят, что Тацит. Там люди ходят. На латыни оставил текст. И этот текст, он, собственно говоря, особо не изучен. Может быть, где-нибудь он и выйдет, но его нигде нет, его нет нигде, ни в интернете, ни где-либо еще. Но человек, который занимался скандинавской сагой, и человек, который исследовал жизнь викингов, знаменитый человек, но я не могу назвать это историк. Это не российский историк, это историк по происхождению армянин, но он живет в Голландии. И он мне передал вот такой вот маленький заговор. Собственно говоря, зная норвежский язык, он смог мне объяснить, о чем речь, в принципе, и чтобы я поняла, что это и к чему это. Это защита воина, призыв победы, сила, призыв силы и победы. Может быть, кто-нибудь, кто знает норвежский язык, он поймет, о чем речь. Но язык, он более старого типа, то есть с того времени язык деформировался, очень подвергся изменению, поэтому многие слова даже им могут быть непонятны. Но произносить нужно именно так, как сказано, потому что иначе оно теряет просто свою силу. Я хочу вам подарить вот переданные, записанные на латине, собственно говоря, прошедшие тысячелетия, вот этот заговор, который, скорее всего, применяли воины перед уходом на войну. И если мы учтем тот факт, что римляне все же до конца покорить не смогли, как они их называли, варваров северных, невзирая на то, что они все время кичились такими победоносными там воинами, ну, взяли несколько селений, сожгли, когда местное население почти убежало. Но в любом случае, в итоге получилось так, что Римская империя вообще пала под натиском варваров со временем. Постепенно Римская империя пала, потому что ее начали, ослабили ее. Вандалы, остготы, вестготы, германцы, понимаете, англосаксы с другой стороны. Это, скажем так, Риму было очень непросто. Римские политики просто не знали, как справляться то с одними, то со вторыми. И в итоге говорят, что нас просто взяли за горло и заставили присесть на колени. Так пишут римские императоры о своем времени. Так что если учесть, что они все же смогли добиться своего, и Римская империя не стала как таковой, да, одна часть осталась, византийская, она чуть дольше просуществовала, но в любом случае там тоже справились с ними. Если учесть, то можно понять, что эти работы, то есть эти призывы, извиняюсь, имеют огромную силу. Я для чего вначале провожу предисловие, чтобы человек, который берет, делает ритуалы и заговоры, понимал, кому обращается, зачем обращается, для чего обращается. Я выкидываю к черту тех, кто внизу пишет. Вот со стальки-то там минуты начинается заговор. Если вы считаете, что вам достаточно просто зайти и почитать заговор, вы очень неразумные, вы очень тупые люди. Человек должен относиться ко всему
с точки зрения критики. Он должен идти на все с трезвой головой, извиняюсь. Он должен осмыслить, он должен понимать, зачем ему это надо, для чего это надо. Только после этого сделать, только тогда будет результат. Если вы просто тупо идете заговор взять, почитать, сами не зная, кто, кому обращаетесь, зачем это надо, вам здесь делать нечего. Здесь должны быть рассудительные люди. Люди, которые умеют слушать, понимать, люди, которые понимают, что читают, для чего читают, к кому обращаются, что это им даст и так далее, и так далее. Вот такие люди добьются успеха. Итак, может быть, ударение поставлю не так, но в любом случае язык мне не знаком, однако я вам дарю. Читать желательно. Я, насколько, скажем так, переработала это все. Читать, я считаю, что будет правильным 6 раз перед тем, как идти на какое-то важное дело. Потому что перевод и объяснение, о чем речь, мне именно дали, скажем так, понять, каким образом лучше это сделать и для чего. Итак. Стуре гюдер, гимак сайер, мине фиендерс, блуекал солес, гютне мине, ги де тилмай, ливе тилмине фиендер, гюдене тил сайерес рен, гимай стирке. Яйгерьен виннер. Да, вот такой необычный язык. Вот представьте, вот на нем говорили викинги, вот так разговаривали. Прям на секунду можете даже себя викингом представить, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда на этого упала шапка Мономаха, и он так подтянулся. Но хочу вам сказать, работает очень быстро. И собственно говоря, любой спор может решиться в вашу пользу. Уже написали про Фидула карателя. Знаете, что самое интересное, как работает Фидул-каратель? Вот этот ритуал я вам скажу. Именно людьми начинают заниматься правоохранительные органы. Вот чаще всего он так работает. Именно Фидул-каратель. Но может немножко и по-другому, если, конечно, вы не виноваты. Еще раз говорю. Если вы не виноваты. Но в этом случае вот этот ритуал «Сила викинга», она рассчитана просто на то, чтобы человек получил то, что хочет. В магии, смотрите, сколько разновидностей различных направлений работ. Где-то нужно дать отпор, достойный отпор, но при этом ты должен быть невиновен. Где-то ты можешь просто попросить, неважно, ты хороший человек или плохой, тебе помогут. Фортуна, например, помогает любому человеку, кто почтительно к ней относится. Есть боги, которые помогают только определенной категории людей, да, есть, которые всем и так далее. Ну, для всех здесь найдется помощь, только надо просить и получать. Еще раз читаю. Что нужно откупиться? Дорогие друзья, когда у вас все получится, отнесите пиво, откройте пиво. Скандинавы любили пиво, и богам тоже приносили в жертву пиво. Пиво имеет у них очень древнюю историю. Кстати, они, выпивая, оставляют чуть-чуть на дне. Считается, что это жертва богам или тем духам, которые здесь летают, чтобы они насладились вот этим вкусом пива. Хочу вам сказать, что Римской империи тоже так делали. Считалось, что духи после пира должны насладиться молекулами, то есть ароматом еды. После решили, что еду нужно рисовать. То есть изображали еду. Вот как некоторые говорят, можно фальшивые деньги, там вот откуп. Вот римляне начали рисовать, потому что слишком культурные стали и решили, что
нечего валяться фруктам, овощам, как откуп. Лучше их нарисовать, и пусть они красиво смотрятся, и вечно откуп. Вот тогда римляне проиграли, потому что перестали кормить духов и сил. Очень многое взаимосвязано. Например, если человек врет, у него истончается его ментальное тело, и человек становится беззащитным. Знаете об этом? Энергия вранья. Я же вам не просто говорила, что люди, которые врут, люди, которые придумывают то, чего у них нет, у них никогда этого не будет. Потому что в потустороннем тонком мире они дают понять, что они это уже получили. То есть у меня есть вот это, у меня есть то. На самом деле его еще нет. И когда ты эту информацию говоришь, духи, считая, что у тебя это уже есть, тебе уже его не дают. Истончается твой тонкий план. И в итоге ты остаешься беззащитный. Все вруны, вот такие, знаете, заядлые лжецы и подлецы и так далее, в итоге остаются ни с чем в этой жизни. Сейчас скажут, вот депутаты, президенты врут, все такое, и что? Вот что после них остается? У многих, вот после многих таких лидеров ничего не остается, кроме ненависти, злости. Ну, вспомните тех всяких лидеров наций, которых расстреляли, убили и прочее, прочее. Не забывайте, что такое тоже было, правда? Давайте еще раз прочитаем. Стуре Гюдер, Гимаксайер, Минеф Фиандерс, извиняюсь. Блу Екалсолес, Гюднемине, Гидетилмай, Ливетилмине, Фендер, Гюденетил, Сайрене, Рен, Гимай, Стирке, Ягиерн, Энвиннер. Я тоже иногда с трудом читаю, если мне что-то нужно, но поскольку язык мне не знаком. Стуре Гюдер, Гимаксайер, Мине, Фиендерс, Блуекал Солес, Гюднемине, Ги, Детилмай, Ливетилмине, Фиендер, Гюденетил, Сайрен, Гимай, Стирке, Яйгер, Йенвиннер. Трудный язык, но сильный. И хочу вам сказать, что в этом языке присутствуют определенные звуки, напоминающие рык, рычание. Такие языки, они агрессивные, и народы такие, они, как правило, завоеватели. От языка очень много зависит, и энергия языка я вам уже рассказывала. И еще раз давайте прочитаем. Кстати, в основном из-за того, что бывает, что сбиваюсь, это мой почерк врачебный. Потому что я иногда переписываю это все отдельно, чтобы провести. И так переписываю, что я сама не понимаю, о чем речь. А шонги тут летают, да. Стуре Гюдер, Гимаксайер, Мине Фиендерс, Блуекал Солес, Гюднемине, Ги Детилмай, Ливетилмине, Фиендер, Гюденетил Сайрен, Гимай Стирке, Яйгер Йенвинер. Итак, читать 6 раз перед выходом. И когда ваше дело получится, принести и оставить пиво. Откройте, вылейте немного под дерево и ставьте прямо бутылку. Ничего не говоря, уходите. Так откупаются и за рунные заговоры, и вообще. Ну, рунные вам не нужно. Уже было сказано. Всем удачи, всех благ. И сила викингов пусть вам помогает во всем.